Что? Как-то моя пека 2015 года не тянет игру 2001? А, это 2024? Ну тогда понятно, что мой ПК так гремит. Гамму в этой игре стоит откалибровать прямо в этом туалете. Если тяжело найти выход, то стоит сделать поярче. Джеймс все так же находит письмо мертвой жены и отправится на ее поиски в Silent Hill. Назад пойти нам не удастся. Невидимая стена там не просто будет, а нас еще и любезно развернет. Ну ладно. Синий туман, похож на обман, похож на... Oh shit, I'm sorry. Sorry for what? Our daddy taught us not to be ashamed of our... Я слышал, что вот это вот сопровождение звука и визуального эффекта — это отсылка, какой был путь в оригинальной игре. Ну, наш Джеймс в гору не пойдет, он гору обойдет. На карте автоматически будут появляться удобные пометки в тех же местах, что мы будем исследовать. Вроде того, что прохода нет, или отметка, что мы там были. Между улицами мягкие стены из психбольницы преграждают нам путь к остальной части города. А в одном месте дороги так вовсе обрыв. Но добрый джентльмен, или, судя по каблукам, может быть и вумен, покажет нам путь на другую сторону, через глубь здания. Great. Картина из стены и пола. Наш главный герой, Джеймс, найдет рацию, и после этого сможет считать себя настоящим ведьмаком. Ведь радио, как и амулет Геральта, отныне будет трещать помехами, когда монстры будут рядом, и предупреждать тем самым об опасностях заранее. Истребляем появившуюся нечисть, вооружившись доской, что забивали окна рядом. И идем на поиски Цири. Мэри, то есть. У припаркованной машины можно разбить стекла. Это что такой бандит какой-то? Курточка на мертвом мужчине на улице очень похожа на нашу. Как только открываешь кассу за прилавком, сразу же незваные гости-посетители заходят в бар. Блин, столько отсылок. Не только на вторую оригинальную часть, но в целом на вселенную Silent Hill. Монетка, что мы нашли ранее, наверняка для винтажного музыкального аппарата, что играет пластинки. Только вот остальную часть пластинки еще предстоит добыть у мужика, что этот аппарат раскошмарил. Ой, на лестницу не сможет залезть точно. Блять, сможет. Прикинь. Опять мертвое тело мужчины с подозрительно похожим на нашего героя внешним видом. Идентичная курточка, джинсы и кроссовки напоминают наш низ, а вся голова чем-то обернута. Лица не опознать. А вот этого мертвого тела мужчины на улице, так голова ничем не закрыта. Даже прическа похожа на ту, что у Джеймса. Он даже оставляет нам записки. Я запишу все, что узнал. Может быть, тебе пригодится. Если ты это читаешь, я наверняка уже мертв. Похоже, что их привлекает свет. Громкие звуки тоже. Так что, если хочешь выжить, оставайся в темноте. Оставайся в тишине. Но все равно вряд ли тебя это спасет. Да уж, обнадеживающе. Наш чел дышит так, будто в записке пишут, что больше не осталось габагула. Окей, некоторые, а сейчас, видимо, и бывшие, жильцы этой гостиницы жаловались на невыносимый шум сверху, путь к которому сейчас прегражден. Поэтому берем ключ на регистратуре от 5-го номера, желез, который жаловался на подтеки из комнаты на дно. Поднимаемся на 3-й этаж через пожарную лестницу. Конечно, почему бы не засунуть руку? Она даже немного лишняя. Романтично тут. Чуть не упал, блядь. Ну, волос уколеблился, конечно, на голове Джеймса из-за странных настроек графики. Я вам говорил, что в этой игре есть загадки? Не говорил, да? Перед началом игры, помимо сложности боевки, мы выбираем также сложность загадок. Не знаю, как это реализовано, но на хард-моде у нас есть вот это. Открываем инвентарь и переходим во вкладку Memos. И можем просмотреть текстовые предметы, что мы могли найти. 4 цифры, что мы нашли на трупе одного из очень похожих на Джеймса мужиков, подходят под этот замок. Он перебирал от 4 нулей до 44-39, где ему периодически приходилось убегать. Каждые 2 часа, что он не подбирает код. 4446 подошел. 9-миллиметровые, ты пальчик-то убери, патроны для птиц. Уже второе письмо от обычных работяг города.
О каком-то странном посетителе в округе Сайлент Хилл. Про нас они, что ли? Ты выйдешь, нет, или я зайду, мне похуй вообще. Ты на улицу выходи, придурок, ебать. Вы уверены, что склеив винил-пластинку клеем, она будет работать в музыкальном аппарате? Только один способ узнать. Лежачий, казалось бы, мертвый монстр на улице. А потом он встал и пошел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Программная пластинка под названием «Далекий путь домой» помогла нашему герою Джеймсу со слезами на глазах вспомнить один из дней с Мэри в городе Сайлент Хилл, когда они вместе провели весь день у реки Талуки, что потенциально может быть их любимым местом, о котором говорится из письма Мэри. Также это именно то, что написано на плакатах в магазине «Откуда пластинка». Музыка может вернуть вас в забытые воспоминания. Так что их реклама не врет. Благодаря выпавшему ключу из музыкального автомата можем теперь попасть на задний двор. Он вернулся после того, как ты ушел. Все нормально, он ничего не делал. Просто выглядел расстроенным. Мямлил о том, что ему надо убраться из города с кем-то. Но сесть за руль я ему не дал. В его-то состоянии. Его машина должна быть сзади. Она сине-зеленая. Последние номера 06 вроде. Я, по-моему, зря сюда пришел без пистолета. Как оказалось, после того, как мы возьмем ключ от апартамента и нас захотят зашикать аж 4 особи, с ними вообще не нужно было файтиться, а просто убегать. Так как, выбежав на улицу, появится завывающий ветер, а по количеству братков, на которых мы будем натыкаться буквально нашим носом из-за еще более непроглядного тумана, ну понимаешь, что тут уж точно один вариант. Бежать. Бежать до тех самых апартаментов, ключ от которых у нас теперь есть. Так что зря я потратил аж 3 лечилки. Кто-нибудь сейчас вообще говорит лечилка? За стойкой регистратуры, помимо сейфпоинта, нас ждет загадка-головоломка с отсутствующими в ней элементами для ее пазла. Выкидываем старые карты города и подбираем новые карты. Это гостиница. По ним, а также по визуальной вариативности, куда можно пойти, понимаем, что гостиница эта не маленькая. Поднимаемся на 2-й этаж, и тут действительно начинается страшно. Рация, что ж ты меня не предупредил? Звонкена с одеждой, которая один в один как на фото с моей женой. Мы подбираем нагрудный фонарь, и очень, кстати, полезно. Пробираясь дальше через коридоры отеля, без него в темноте не видно дальше Джеймсового носа. Хотя и с этим фонарем видно лишь чуть дальше него. Помимо того, что девочка нас без ключа оставила, еще и на руку наступила. В ее номере отеля, на контрасте с происходящим, довольно мило. Вокруг стены разрисованы зайчиками, а возле пианино есть ноты. Вот как они звучат, кстати. Золотые шары Чингисхана у нас есть. А вот что за свадебное платье? Первую монетку для головоломки из начала локации мы видим. Ну, или Джеймс в восторге от чего-то блестящего на дне мусоропровода. Ничего, просто стоит угрожающе. А вот и тот самый 217 номер. Откуда, если верить по записке для администрации от одного из жильцов, были слышны выстрелы. Ну, на стенах действительно как будто пулевые отверстия. Странно, что администрация жалобу закрыла, ссылаясь на то, что оружие внутри не нашли. Я вот нашел, например. What the fuck? Я даже не знаю, какую шутку придумать. Возможно, мне просто уже из-за страха не до этого. Этот женский писк при получении урона в оригинальной игре тоже был? Welcome home. Ну, спасибо за такое приветствие. Это тюрьма. Дело твоих собственных рук. Выбор был твой. И я смотрел, как ты его делаешь. Снова и снова и снова. Я все так же буду здесь, наблюдая. Как будто сам Pyramid Head Джеймсу записку написал и оставил. Благодаря золотому яйцу Чингисхана, в шкафу этого номера находим щелку, через которую можно посмотреть за соседкой в комнате напротив. Ну или что это вообще? Замуровали, демоны.
середине поехавшей комнаты у нас есть сейф с предполагаемыми ключами от двери этого номера. А напротив него дьявольский стишок. И пока мы не разгадаем загадку, этот номер с очень напрягающей задней музыкой покинуть мы не сможем. Мы в дерьме. Ну, или точнее, у нас есть туалет с полным дерьмом, над которым есть подсказка. Даже не знаю, как выкручивались авторы дубляжа, чтобы перевести этот стишок по смыслу, желательно в рифму, а потом еще и связать его с подсказками в комнате. Кстати, эти подсказки видно только если посветить на них фонарем. А если встать вот этот угол, можно спокойно подумать без напрягающей музыки. Почему я так много говорю про эту комнату? Да потому что я провел тут целый добрый час. Ну, в любом случае, забираем ключ из сейфа для выхода из этого прекрасного гостиничного номера, а также монету для головоломки для ресепшена из самого начала локации. Ох, как же мне не нравится, когда они встают. У меня 3 таких возле сейва лежат. С помощью подобранного ключа от одной из запертых дверей на 2-м этаже растворяем замок. Ладно, это просто анимация такая. Бродя по доступному теперь этому крылу гостиницы, слышим удаленный кашель в одном из коридоров. Зайдя на звук в номер, наткнемся на мертвое тело мужчины. Холодильники на кухне. А в уборной комнате рядом парнишка блюет в унитаз. Ну, по крайней мере, парнишкой он был в оригинальной игре 2001 года. В этом ремейке он выглядит между 16 и 40 годами. Эдди, а так зовут парнишку, сразу заверит, что это не он. Имея в виду мужика на кухне. Оставляем его содержимое его желудка и ищем проход к реке Талука дальше. Поднимаясь на доступный теперь 3-й этаж гостиницы, замечаем, что начиная с лестницы, все здесь завернуто в целлофан от пульта телевизора. И приглушенный удаленный звук от этого целлофана такой. Или он от ветра немного колышется, или по нему кто-то ходит. Конечно, почему бы не проползти в маленькое отверстие вслед окровавленному полу? А в награду, на другой стороне, мы получаем 6 банок пива. Они выглядят довольно крупно. И это нам на руку. Так можем прочистить с помощью них забившийся мусоропровод. Элегантным движением с того, чтобы кинуть их сверху на засор. Ух, ё-моё, стиралка ожила. Поднимаем выброшенный мусоропровод вторую золотую монету. Загадка из начала уровня все ближе к разгадке. Осталось лишь 3-я. Художественный фильм «Спиздили». 3 ярких монеты. Именно то, что написано на головоломке из начала локации. Ну, то, что мы собрали, подходит под это описание. Из 5 отверстий у нас есть лишь 3 монеты. И неспроста. Нужно поставить их в правильном порядке, в зависимости от стишка подсказки сверху. Легко разгадав первую загадку стишок на английском, я встретился со вторым. Видимо, на стишки мой английский недостаточно хорош. Я добрый час решал вторую загадку опять. И лишь когда перевел загадку на русский через переводчик, разгадал через минуту. Не знаю, сколько стишков на других уровнях сложности загадок, но на тяжелом их аж 4 штуки. После этого перебирания получаем ключ от 201 комнаты. Приглушенный женский всхлип, когда мы заходим в комнату. Видимо, это наш смотри номер, когда мы останавливаемся в Silent Hill. А вот этот платок тоже наверняка ее. Почесав нос перед Митхеду патронами из пистолета, он нас пожалеет и оставит нам подружку. А одну заберет с собой. Судя по вот этому разрезу на шкафу, Джеймсу из отзеркального мира повезло меньше. Меняем старые карты на любезно оставленные карты этого потустороннего мира. Хотя, может быть, это просто конкурирующий соседний отель? Blue Creek называется. Ну, пока что он мне нравится меньше, чем предыдущий. Мобы тут сильнее, быстрее, а при смерти взрываются. Стены обветшалые, повсюду ржавчина и решетка. А за решеткой это тизрят новых мобов. Легендарных медсестер серии, я полагаю. Хе, картина с открытым окном. Так она закрыта, а так открыта. Опять закрыта. И открыто. В комнате с сейфпоинтом есть что посмотреть. Например, головоломка с часами или пустые обои. Неподвижный силуэт девушки в окне. Вроде бы манекен.
когда ты находишь патроны и аптечку, это никогда к чему-то хорошему. Мне нравится, как Джеймс сам поворачивает голову на вещи, с которыми можно взаимодействовать. Помимо работы на погружение в игру, нотками того, что Джеймс всегда оглядывается. Иммерсивность. Иногда это действительно помогает. В некоторых случаях, когда ты мог что-то не заметить. Просто куча мертвых монстров на полу. Некоторые из которых иногда все-таки встают. Или дрались они между собой, или с чем-то более сильным, чем они все. На потолке в одном из номеров, как люстра, свисает железный ящик. А в ящике этом радио, из которого играет лишь одна песня. Песня, которая уже знакома для нас и очень хорошо знакома для Джеймса. Цепи, что держат радио, не дает также и открыться двери сзади этой комнаты. В комнате рядом головоломка, для которой нам нужен валв. Вентиль, то есть. Для того, чтобы цепи эти как раз таки опустить. Все эти когда-то лежачие монстры, конечно же, оживают и устают, после того, как тебе придется пойти там еще раз. Это пиздец. Откидывает тебя нехило. Самое начало локации. Пролезаем опять на животе по полу, в который момент мы беззащитны. Интересно, это дизайнерское решение, конечно. Вот так, да? Благодаря полученному вентилю сбрасываем с двери цепи. А в разбившемся от падения радио указательная стрелка для часов. Мне кажется, он мог хотя бы попытаться выбраться через это окно. Нихуя себе, кто там стучит, бля. Я думал, мне в окно постучали. Мне кажется, или комната заметно подустала, пока нас не было. Не знаю, зачем нужен был такой длинный стишок-загадка, но поверни стрелку налево, дверь с буквой H откроется. После того, как дверь откроется, часы сзади покажут, что теперь им нужна малая стрелка. Да, ебать его в рот, блядь. Кстати, покажут часы это всего один раз. После взаимодействие с часами будет недоступно. Возможно, это из-за того, что я играю на самой первой версии игры, без каких-либо патчей. Блин, силуэта женщины в окне уже нет. Может, это и не манекен был вовсе? Мило тут. Повсюду есть птички, декоративные и на картине. Даже загадка с ними. Блин, мои низкие настройки графики способны напугать сами по себе. Джеймс очень хочет закрытую уборную. Хотя можно и потерпеть. А вот и минутная стрелка. Не думал я, что туалет может стать еще неприятнее. Замуровали демоны. Куклу, что ли, там повесили? А вот это хорошо замаскировалось. Согласитесь? Ну, почти. Пишите в комментарии, что она там прошептала. Нифига себе занавески. Я тоже такие хочу. Ну, девушка, вы меня изрядно напугали. Это не вы в окне стояли в здании рядом? Мы же вроде во второй части Silent, а не в четвертой. Что это за дыры в комнатах? Добавляет ко всей странности тут еще то, что сейфпоинта никак не дают. При смерти откинет, ох, как не сладко. Oh shit, I'm sorry. Ладно, тупая шутка. На самом деле я очень рад увидеть живого человека. Хотя она, конечно, не в лучшем состоянии. Анджела думает о суициде, держит в руках нож, а при попытке забрать его требует отойти от нее подальше. Пока со слезами на глазах не оставит нам нож и убежит. Берем ключ с полочки рядом с ножом и идем открывать закрытые двери. А страшные звуки по пути к ним предвещают попадание на первый этаж. На потолке есть клетки с пробитым дном, намекая на то, что кто в них находился, теперь гуляет свободно. А вот эти звуки, наверное, от них.
Бля, подружки, клянусь собой, вы, по-моему, по-другому стояли, когда мы первый раз виделись. Опять с нашей картиной что-то мутят. И дверь в комнату рядом теперь открыта. Классно, полезно. Не зря комнату открыли. Но, к слову, возможно, это просто для того, чтобы обратить внимание, что тут есть бабочки. Такие же, как под дверью с буквой М. Да, как вы могли заметить, тут есть двери с буквами на них. Я только сейчас заметил, на картине тоже бабочки. Это должна быть бабочки. Ладно, вставляем минутную стрелку и можем вертеть ее как хотим. А как мы хотим? Страшно, блин. Я так понимаю, теперь открылся номер с буквой М. Да, бабочки подсказали путь. Чувак, здесь нужна серьезная пет-дезинфекция. А вот этот вообще здоровый. И вот этот препарированные бабочки. Большие бабочки. Узор в виде черепа на одной. Отсылка на молчание ягнят. Не знаю, что от меня хотите, но туда долго смотреть я не хочу. Эй, я такие математические загадки в ТикТоке и Инстаграме видел. Не зря я там сотни часов убил. Еще один Glory Hall, и мы получаем секундную стрелку. А за стеной, видимо, Пирамид Хэт ходит. Я слышу, как его нож по полу скрежет. Подружки, ну вы уж совсем близко. Теперь я точно уверен. Хватит кошмарить мой номер. Что происходит вообще? Я же говорю, Пирамид Хэт ножом прошелся. Как же летает время. Не знаю, как время летает. А также не знаю, зачем тут этот стишок загадка. Я просто буду перебирать не так уж много вариантов, пока не подойдет. А, я только сейчас понял. H это hour, M это минута, а S это секунда. Да. Джеймс просто визжит при получении урона. Я бы, наверное, так же езжал. И стрелять я в него пытался, и палкой бил. И по мне стреляли, и я упал в лужу нахуй, блядь. И лежал нахуй. И как оказалось, при нашем первом босс-файте с ним даже нельзя драться. Понимаешь, это лишь когда в какой-то момент убегания от Пирамид Хэта, истекая кровью и думая о вариантах нанести урон, заиграет сирена, и он, не успев нас прихлопнуть за отведенное время, просто уйдет. Что, блядь? Я абсолютно одна дома. Этот человек стоит неподвижно уже час. Он не шевелится и не разговаривает. Вы просто не представляете, как же хорошо сюда вернуться. Хотя, когда я запускал игру, я не думал, что это место будет таким домашним. Мы таки оказываемся на другой стороне отеля. Прямо к реке Талука. Мне даже не хочется душно искать каждый закоулок. Хочется просто дышать и бежать. Hey, it was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Девочка ответит, что не хочет с нами разговаривать. И перед тем, как убежать, скажет, что мы ведь даже не любили Мэри. What? Hey, wait! Но откуда она знает ее имя? How do you know her name? Придумайте шутку сами. Добравшись до парка у реки Талука, который мог бы быть их особым местом, о котором говорилось из письма жены, встретим мы очень похожую на нее девушку, даже с похожим именем Мария, но не нашу жену Мэри. No. За неимением дальнейшего ориентира, где можно продолжать поиски жены, Джеймс согласится на поиски в другом особом месте в этом городе, что знает незнакомка. Патроны на шахматной доске оставили, хотя, конечно, до этого их расположение меня не удивляло. Выцарапанные любовные надписи на скамейке, памятник погибшей от парня девушке, ко всему Мария оставит свой комментарий, если взаимодействовать с составленным окружением в этом парке. Мария, я играю душно, сразу предупреждаю, во много закоулков мы тут зайдем. Мария скажет, что дойти до места можно через мотель гостиница Джека. А вот мне интересно, что будет, если я просто пойду в другую сторону? На полпути по неправильной дороге Мария начнет интересоваться за нашу жену Мэри. А мне еще интересно, это уникальный диалог, чтобы не заставлять нас скучать, пока мы идем не по той дороге. Награду за нашу любопытность, помимо пары монстров по пути, перед обрывом мы встретим мертвого Джеймса. С запиской. Единственный выход — это не уходить. Посмотрит ли пропасть в ответ? Шутит Мария.
Мария может дать комментарий на закрытую пока что локацию или появившийся монстр. Помимо шутки о том, смотрит ли пропасть в ответ. С ней действительно становится не так одиноко. При ней даже вандалить как-то неудобно. Ладно, прям в здание заходить не будем. Пойдем туда, куда хотят нас разработчики. Или куда хотела ты, Мария? Гостиница у Джека. Блин, от лица Марии это, наверное, дико странно. Чел просто завис над багажником машины. Не могу не ставить отсылку на оригинальный наряд Марии из второй части 2001 года. Хотя я в оригинал никогда не играл. Но выглядит существенно. Найдя записку управляющего гостиницы с зашифрованным кодом от его сейфа, провозился я с ней добрый час. По классике. На второй час я пошел в доступные территории в округе. Просто чтобы отвлечься. Получив ручку подъемника, на нас налетят аж 1, 2, 3, 4, 5 особей. Но на этом открытом пространстве это абсолютно честно. После пережитого ада в узких потусторонних апартаментах этот промежуток игры выступает передышкой, где нас могут взять лишь количество. Еще одна отсылка на оригинальную игру. Мария, оно так близко, что он даже с лестницы не хочет ко мне спускаться. Блин, Джеймс, ты уверен, что нельзя повыше поднять эти ворота? Вот, Мария со мной полностью солидарна насчет этих проползаний в неизвестность. У нас тут есть одно из странных фото для коллекционеров, лечилки, патроны. Кстати, последних у меня 64 штуки. Тут лимита, надеюсь, нет никакого. А также вырезка из газеты о том, как психбольница Брудхевен из центра города плохо сказывается на местном населении. Как жалуется само местное население. Джеймс, кстати, продолжит пролезать на животе, даже когда у него есть уже открытая дверь рядом. Возвращаемся к коду от сейфа, который все еще не рожается. Интересный факт. Циферблат на настенных часах остановился на таком же времени, как на загадке с часами в предыдущей локации. Я уверен, что все часы по ходу игры зависли на этом времени. Что бы это ни значило. Я уже не знаю, что от скуки делать. Загадка в том, что читаешь лишь то, что написано большими буквами на подобранном листке от управляющего гостиницы, получалось сложение чисел. 8 умножить на 2 умножить на 33 плюс 5. И суммарно это 533. Но цифр-то должно быть 4. Лишь на третий день, когда я сдался, интернет мне подсказал, что к этому ответу, что получилось четырехзначное число, можно добавить 0. 0533. Мне стыдно. Мария очень рада тому, что потребовалось лишь 3 дня и помощь интернета. 3 дня это еще ничто. 3 года без жены, вот что очень долгое время, как скажет Мария. Что бы это ни значило. Обрыв и здесь преграждает путь, а неожиданный наплыв монстров, завывающий ветер и еще более непроглядный туман в моменте, где-то я такое уже видел. Единственная радость — это повышение деревянной палки до железной трубы. Оп, туда мы не пойдем. У Марии от двери с бабочкой на ней будет ключ. Да она себя в этом помещении как дома чувствует. А, понятно почему. Если виски теплое, я его не хочу. Искушение было велико для Джеймса, но мы отказываемся от отдыха и идем на поиски Мэри дальше. Я думаю, что для настоящих фанатов здесь было на что посмотреть. Даже сама игра не призывает нас торопиться и осмотреться. Через стрип-клуб Марии мы действительно попадаем на другую сторону обрыва. И в особое место, которое хотела Мария нам показать. Особое место, которое стоило того, чтобы его посмотреть, это сад, в центре которого статуя девушки. Легенда о которой гласит, что каждую ночь она ждала своего молодого человека, чтобы приплыть к ней на остров, куда ее изгнали. Под бушующую волнами и ветрами молодой человек не доплыл до возлюбленной. Но девушка все равно каждый вечер выходила со свечкой, чтобы встретить его. Джеймс, наверное, ответит, что ее нет. Нет ее здесь. Он не помнит, чтобы они сюда приходили с Мэри, чтобы оно подходило под описание их особого места. И зря он сюда пришел. Пока они не услышат женский крик из театра рядом. Оставляем Марию и идем на помощь в кинотеатр. Ну, как оказалось, это просто маленькая девочка увидела большую крысу. Я ради этого даже душа не осматривал остальную часть парка, а тут... На вопрос девочки о шуме из-за подоспевших нас, Эдди ответит, что волноваться не стоит. Он перегородил двери, когда убегал от копов. Так что сюда никто ворваться не сможет. Эдди закрыл двери от преследующих его копов. Что? Эдди скажет, что маленькую девочку зовут Лаура, после того, как она отключит проектор в зале. Видимо, услышав заранее, как мы приближаемся. Ну а перед погоней за ней, насчет Эдди, я, наверное, опущу тот факт, что он просто лижет огромный бак мороженого, ни на что не реагирует и втыкает в пустой экран. Ой, я все-таки это озвучил, да? О, как неловко.
Очевидно, даже не желая видеть нас, маленькая Лаура убежит от нас из кинотеатра. Крики о том, что на улице может быть опасно, ее не остановят. И на данный момент, без оставшихся у Джеймса или Марии ориентиров, где искать мертвую жену, маленькая девочка единственная, кто знает хоть что-то о Мэри. А солнышко тут все-таки приятно греет. Мария. Даже через туман Сайлент Хилла пробивают. Добежал Лаура аж до больницы Брукхейвен. Рядом с пустым оружейным шкафчиком на ресепшене инструкция безопасности по дробовику. А в полке рядом патроны для него. Давно мы не поднимали патроны, что Джеймс осмотрит перед тем, как положить в карман. Мария же, помимо удивления, то, что в больнице есть шкафчик с оружием, не уверена, что ей легче от того, что он пуст. Пока мы тут болтали, маленькая Лаура уже успела стены в больнице изрисовать. Милый зайчик. А это должно быть я бегу за Лаурой. Ура! Романтично тут. Наверняка сидели тут медсестры на передышке, пили чай, ели сушки, обсуждали своих коллег-мужчин-врачей. Ладно, что это я. Это к сюжету никак не относится, если что. Маленькая, но приятная деталь. Мария, хоть и отчаянно, но оставляет Джеймсу долю приватности в уборных комнатах. Разгадав код от замка шкафчика, не поверите, в этот раз без помощи Гугла, а с помощью друзей, что смогли сразу же разгадать цифру 152. Благодаря картинам в округе и, конечно же, клочка бумаги с шифром. Ключик из открытого теперь шкафчика не от второго этажа, не от этого этажа, а от подвала, конечно же. Спускаемся туда, чтобы не без проблем, но зарядить дизельный генератор, который откроет возможность кататься на лифте. Поднимаясь на второй этаж, разбитое окно раскрывает, что солнечный вечерний Сайлент Хилл сменился ночным и дождливым. Мария, ссылаясь на усталость от похмелья, а может и заебашься от нас, закинется непонятными таблетками и ляжет отдыхать на ближайшую очень комфортабельную койку. Отмечаем ее местоположение буквой М на карте и идем обследовать больницу, теперь в соло. Честно сказать, и скучнее, и одиноко теперь. Хотя, может и не так одиноко. Находим загадку замка, прорезаем неизвестность, ложим пачки мобов на своем пути. В целом, ничего нового. Это вас заперли со мной! Странный писк извещателя. Будто бы там чела везут в каталке. Так, машинки стиральные не оживут же. Заходим в очень странный, видимо, кабинет директора больницы. Они вне надежды, как они говорят. Мои 3 пациента. Мои безнадежные случаи. Но мне не нужна вера. Все дело в усердии, дисциплине, пробах и ошибках. И я найду то, что их мучает. И я их вылечу. В зажатой руке на его столе есть ключ. А на запястье не хватает 3 браслетов. Видимо, тех самых тяжелых пациентов. На столе рядом также имеется 3 карточки истории болезней. Брукхейвенская больница. Симптомы пациентов: паранойя, визуальные и звуковые галлюцинации, бредовое сенсорное восприятие, вспышки агрессии, бессонница и отказ от воды и еды. Назначена увеличенная доза медикаментов, насильственное питание и снотворные. Последние изменения предписывают помощь к принятию ванны пациенту 90, постоянный надзор пациенту 130, после успешной терапии пациенту 50, все положительные эффекты откатились к исходному состоянию. За ширмой рядом, видимо, еще большая загадка, о ней думать даже пока не хочется. По ходу игры я хочу вам показать картины госпиталя для умиротворения. Все, хватит. Медвежонок с иглой в ней. Не знаем, зачем нам игла, но вдруг пригодится. А вот это уже другой разговор. Забавно, что дробовик был в шкафчике с клятвой Гиппократа на нем. Устройся в больницу Брукхейвен и не работай и дня в своей жизни. Комната отдыха медсестер очень харизматичная. Даже жаль, что я должен списать дробовик именно на ней самой. Почему они меня не выпускают? Почему они держат меня тут? С ним? Выпустите меня. Выпустите, выпустите, выпустите. В какой-то момент я навестил Марию. И для этого даже есть отдельная касцена. Джеймс. Где Мария скажет, что это очень мило, что мы решили ее проведать.
Чувствую, скажется это на концовке. К слову, в прошлый раз, перед уходом, она задала вопрос. А что, если мы не найдем Мэри? I haven't really thought about that. Так загружаться в игру на самом деле очень страшно. Хотя это просто Лаура насвистывает мелодию, продолжая изрисовывать стены больницы. Я так понимаю, всех тех ужасов, что мы с главным героем переживаем, маленькая девочка не видит. Единственный для нее ужас — это преследующий ее Джеймс в поисках своей жены. Он вышел из бассейна и побежал к саду, изрезывая себя. Пока санитары его задержали, я или как смог сшить его обратно. Он пока что в своей комнате под успокоительным. На удивление, не так мало FPS под дождем. Прямо видно, как чел хочет выйти из заданного маршрута, но не может. Опять открытые пространства. Я кайфую. Бассейн. Ну давай, залезай сюда. А как оказалось, это подсказка к замку от двери. Да откуда ты тут взялась? Я из-за тебя с 30 до 29 аптечек спустился. Три дробовичного патрона на одну медсестру. Это жирно, скажу я вам. Особенно, когда ты находишь по одному патрону. Оп, а я думал, это над супом мошки летают. Это же перевернутая курица. Я правильно понимаю? Стоял тут повар такой и созерцал. Что показывают? Ладно, почитаю я лучше этот рецепт паштета. Опа, зря я телек разбил. Вот как худо, без дробовика-то. Пул? А, пул. Слушайте, что-что, а система смыва у них очень мощная. Вы же не встанете, да? Я помню, как я лежал на воде. Пусто. А затем я почувствовал его. Почувствовал его взгляд. Он был близко. Очень близко. Я должен был выйти, должен был уйти, но он преследовал, он продолжал смотреть, так что я заставил его прекратить. Теперь я снова пуст. Можем вернуться в бассейн? Не встали. Зато их друг пришел. Проведаю Марию. Наполовину из чувства беспокойности, наполовину из чувства поговорить с кем-нибудь живым. Ну, Мария все еще тут, диалогового окна нету, мне легче. Разгадал с первой попытки. Я очень рад. Это что, тот самый пациент, кому нужна была помощь с принятием ванны? Братишки не любят свет фонаря. Блять, мои настройки низкие. Они кормят меня помоями и гниющим мясом, покрытыми червями. Они купают меня в грязи, крови и моче. Они нежно трут человеческие отходы по моему телу. Моя кожа чешется и отслаивается, как мокрая бумага. Чел, ты очень страшные вещи пишешь. Закономерность среди 3 тяжелых пациентов в том, что чем бы ужасающим они ни страдали по одному, они все не хотят оставаться наедине с ним. С кем именно? Не уточняется. Тем не менее, 3-й браслет от еще одного тяжелого пациента у нас есть. За закрытой дверью в своем кабинете, внутри кабинета, он действительно думал, как помочь своим тяжелым пациентам. Так, это я думаю и сам справлюсь. Вот это сюда. Помните, я говорил про не так мало FPS под дождем? Так вот, тогда это был просто детский сад. На улице Рейн, на душе Пейн. Жаль, плохо записала мой женский крик в этот момент. Нихуя себе, блядь.
Въебал. Так вот откуда я постоянно слышал это приглушенное детское напевание. Лауре вообще по барабану. Лаура, пожалуйста, я должен узнать о Мэри. Ты будешь кричать на меня, если я не расскажу? Нет. Конечно же нет. Хорошо. Мы познакомились с ней год назад в больнице. Ты врешь! Джеймс, честно, даже меня тут вывел из себя. Не то, что Лауру. И то, что с ним дальше происходит, вполне обоснованно. Мужчина, у вас губы между ног. Да, я знаю. Иржан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Вставай, я заебал, на работу пора. Пациент номер 4. Диагноз: гиперфокус. Симптомы: их можно исправить. Рекомендации: не останавливайтесь ни на чем. Вторая часть. Когда-нибудь. Если вам, конечно, понравилась первая.